не в коммунизме, не в механических формах заключается социализм народа русского. Он верит, что спасется всесветлым единением во имя Христа. Господи, владыка живота моего, смирись, гордый человек, и прежде всего сломи свою гордость. Смирись, праздный человек, и прежде всего потрудись на ниве народной. Вот наш русский социализм. Надо любить друг друга. Эта речь имеет общечеловеческое значение. Не общечеловеческое, а общезаячье. Смирись, гордый человек, смирись, праздный человек, и узришь правду. Вы гений! Вы более чем гений! Вам не стыдно так говорить? В нашей стране говорить о смирении? У нас Пушкина смирили. Вас. Надо говорить о бунте. Филонов, слушай, курсистку проследить и арестовать. Слушай. Надо говорить о бунте. Нигилистка! Арестовать ее! Вон! Наша земля нищая, но эту нищую землю в рабском виде ходил, благословляя Христос.
этой речи есть религиозный идеал, но нет и намека на идеалы общественности. Понимаете? Общественность. Неправда! Неправда! А ведь пытался быть социалистом. Ваша речь – наша победа. Вы овладеваете молодежью. Последние номера дневника писателя будут также представлены государю-императору. Вы один из тех, которые сдерживают революцию. Ваша борьба, как публициста и художника, с народовольцами нами достаточно оценена. Вы боретесь с этой мразью, с этими жидами и велосипедистами, которые погубят Россию. Говорят, моя речь имеет общечеловеческое значение. Я должен искупить свои прошлые социалистические заблуждения. Ваше влияние и руководство мне очень нужны. Скажите, Константин Петрович, что вы считаете самым важным для будущего номера дневника писателя? Разоблачение лживой утопии социализма, возвращение народа к нам, пастырям стада Христова. Вы бледны. Воды! Воды! Я чрезмерно потрясен. Кажется, у меня сейчас будет припадок. Я знаю эту секунду. Секунду, которую проходит вся жизнь. Вы мне кажете великим инквизитором.
Люблю тебя, Петра творенья, люблю твой строгий, стройный вид, невыдержавное течение, береговой ее гранит. Твоих оград узор чугунный, узор чугунный. Твоих задумчивых ночей прозрачный сумрак, блеск безлунный. Когда я в комнате моей пишу, читаю без лампады, и ясны спящие громады пустынных улиц, и светла адмиралтейская игла, и не пуская тьму ночную на золотые небеса, одна заря сменить другую спешит, дав ночи полчаса. Люблю тебя, Петра творенья. Нет, не люблю тебя. Камни, дырья, монументы. А если не ударить? Самого забьют. Бей.
Страшен диссонанс, страшно неравновесие, которое представляет нам общество. Подождите. Жизнь тяжела, гадка. Все несчастны. Мы в столице безобразны, громадны, в чудовищном скопище людей, томящихся в бессмысленных работах, бессмысленных. Разрушить столицу, города и все материалы их употребить для других зданий. И всю эту жизнь мучений, бед, нищеты, стыда, срама превратить в жизнь роскошную, стройную, веселье, богатство и радость. И всю землю нищую покрыть дворцами, плодами и разукрасить в цвета. Вот цель наша, господа. А вот, господа, хлеб, которым питаются сейчас витебские крестьяне. Господин Антонелли, покажите. Есть считает, что все страсти человека найдут удовлетворение в новом строе. Даже религия. Религия вредна. Она убивает нравственность и угнетает развитие ума. Des plans que nous sommes, au cordon nous nous alignons tous. Si des rangs sortent quelques hommes, tous nous crions à bas les fous. Pour rien nous dit sort de la fange, plein proie aux déceptions. Travail groupé par phalange dans un cercle d'attraction.
видел на плацу. Старика били до смерти. И это христиане в христианской стране. Именно потому, что христиан. Подними свою голову смело, звал к народу Фурье, раздись, на фаланге и дружно трудись, в общем круге для общего дела. Если б только земли нашей путь осветить это солнце забыло, завтра ж целый бы мир осветила мысль безумца какого-нибудь. Слушайте, поют каторжники. Разве так, стоя в карауле? Нужно связаться с черкесами, с татарами, со всеми пленниками этой тюрьмы народов. Надо типографию ставить. Ненадежен.
съездного состава новопроектируемой дороги вашего императорского величества. В натуре, по удачной мысли вашего величества, поезд пути будет сопровождаться конными жандармами. Еще неприятное дело, ваше императорское величество. Заговор среди молодых неблагонамеренных лиц, связи в войсках, издание книжек. Кто во главе? Уташевич Петрашевский. Ирония. Пример иронии, если бы кто говорил хорошо о самодержавии. По спискам, представленным нашим наблюдателем господином Антонелли, все преступные личности арестованы. Полковник Лепранди предполагает означенному Антонелли предоставить место столоначальника. Нет. Назначить его помощником. Я уже изложил свои показания и искреннее раскаяние выразил на допросе. Я знаю вас. Вы дубль, Леонтий Васильевич, жандармский генерал. Вы курите? Есть у вас? Вот папирос. Дайте-ка. Дайте. Сырая. Совсем сырая. Даже с плесенью. Плохая вещь, каземат. На. Плохая вещь? Плохая вещь. А знаете что? Ведь это существует, кажется, такое юридическое правило. Начать с пустячков, самого постороннего, чтобы развлечь допрашиваемого, усыпить его осторожность. А потом вдруг этаким самым неожиданнейшим образом огорошить его в самое темя, каким-нибудь этаким самым роковым и опасным вопросом. Не так ли? Об этом, кажется, во всех правилах и наставлениях свято упоминается. Федор Михайлович, так ведь, кажется, вас по батюшке.
Рассмешили вы меня остротой вашего замечания. Вот, так сказать, вам примерчик на будущее. Ведь вы же литератор. Бедных людей написали. Вещь прямо гоголевская. Неправильно вы нас поняли, молодой человек. У меня сердце болит, глядя на вас. Вы человек религиозный, я это знаю. Вот вы сейчас смотрите на меня, точно убить меня хотите. А я к вам как отец отношусь, Федор Михайлович. Я ваш отец, Федор Михайлович. А скажите, Федор Михайлович, за что вашего отца крепостные крестьяне убили? Придите на грудь мою, молодой человек. Будем плакать о вашем отце вместе. Я прошу допрашивать меня по форме. Форма что? Форма не убежит. Да вы сядьте. Так что же вас, дворянина, привело к социализму? Я сетовал о многих злоупотреблениях. Но вся основа моей политической мысли была ожидать этих перемен от самодержавия. Что же касается до моего социального направления, то я никогда и не был социалистом, хотя любил изучать и читать социальные вопросы. Социализм — это наука еще в брожении. Это хаос. Это алхимия прежде химии. Хотя, как мне думается, из теперешнего хаоса выработается впоследствии что-нибудь стройное и благоприятное для общественной пользы. Точно самое так же, как из алхимии выработалась химия. Не будет. Никогда не будет научного социализма. То есть никогда. Да нам с вами, Федор Михайлович, не нужно. Вот. Поговорили по форме. А что толку? Бросьте, Федор Михайлович. Я прошу вас, еще раз прошу, допрашивать меня по форме. Вы вот наследство от батюшки получили, так с сестрицами о доле спорили. 14-ю только долю сестрицам давали. А что в доле? Крепостные души. Разделили, по жребию делили крепостные души. А вы социалист. Смиритесь, Федор Михайлович. Наша поддержка для вас нужна. Вы думаете, с народом можете? Да ведь народ для вас иностранный. А вы для народа дворянин, железный нос. Смиритесь, Федор Михайлович. Будем молиться вместе. Господи, владыка живота моего, помилование возможно. Нам ваше перо нужно. Убедительное,
Психологическое перо у вас, Федор Михайлович. Скажите, что говорил Петрашевский? Какие связи в войсках? С поляками? Да будьте вы нашим человеком! Я сам был либерал. Я сочувствовал декабристам. Вы не смеете! Я не позволю! Я не позволю, чтобы вы вербовали меня в агенты! Вы слышите? Я не хочу! Я не хочу! Я не могу! Слышите? Слышите? Тише вы! Тише! Тише! Вы в третьем отделении? Я не позволю. Вот вы сейчас кричали, а губы у вас дрожат. Вы от нас не уйдете. Вы психологически от нас не уйдете. Вы действовали как поляк? Господа, я поляк. И за возрождение Польши дам из себя выпустить всю кровь до последней капли. Но если бы я был убежден, что Польша возродится в форме государства средневекового, я бы первый принес топор, чтобы отрубить ей голову. Как это называют? Интернационализм. Не религия и социализм, а или социализм, или религия.
Ирония? Я покажу им иронию. Не делайте этого, а не то меня будут бить. А мне, государь мой, в точности известно. Главный преступник Петрашевской — человек полоумный. Полоумный? А потому чрезвычайно дерзкий. Леопард. В марте месяце 1848 года дошло до сведения шефа жандармов, что титулярный советник Буташевич Петрашевский, проживающий в Санкт-Петербурге, в собственном доме обнаруживает большую наклонность к коммунизму. Заика? Его Величество сам придумал. Коммунизму. В собраниях у себя на дому говорил Ариридиев, что будто не только не нужна, но и вредна. Господи, в такой мороз Заику читать заставили. Ну, теперь он до вечера не кончит. Замерзнут сердешные, с голой головой, в худых шинелишках стоя. Ой, вредна. В собрании 15-го апреля литератор Достоевский дерзнул назвать нехристианскими действия военных властей и, кроме того, однажды осмелился читать преступное письмо
литератора Белинского к литератору Гоголю, наполненная самых зловредных идей против религии и законов, хотел организовать домашнюю типографию с преступной целью. Эк, его разбирает! Генерал аудиториат по рассмотрении дела признал, что 21 подсудимый виновный в умысленно неспровержение существующих отечественных законов и порядка, а потому на основании свода военных постановлений, часть 5, книга 1, статья 142, 144, 169, 170, 172, 174, 176, 177, 178 определил лишить их чинов и всех прав состояния и подвергнуть смертной казни расстрелянием. Фу, храпоидолы, иродово племя, ишь, издеваются. Смотри, столбам вяжут. Саваны надели. Ну, сейчас конец. Его Величество, по прочтении всеподданнейшего доклада генерала аудиториата, всемилостивейше повелел, по прочтении приговора суда и свершении всех обрядов, предшествующих смертной казни, объявить, что государь дарует им жизнь и, лишив всех прав состояния, сослать в каторжные работы разными сроками. На подлинном всемилостивейше начертано Николай. Его Величество сущий ангел. Задал же он этим проходимцам и жару, и холоду. Комедия. Всего 15 минут церемония,
Щека-то белая, по 3. Дай ему кандалы! Таким комическим преступникам государю неблагоугодно было оказать чести, как декабристам, преступникам 25-го года. Он их изволил только попугать. Ночь темна, лови зубы, но стена тюрьмы крепка. У ворот ее замкнуты два железные замка. Чуть дрожит вдоль коридора огонек сторожевой. Извини, что скорой, ведь скучая часовой. Часовой, что марината, притворись, что ты заснул. Моя мигом через ограду тенью быстрою мелькнул. Дай помочь, куда ни шло бы, Божья тварь Чайковския. Пуля парень не тяжелый, а боюся потошья. Одного абсурд военный, сквозь строй пролегу. Только трупов кровавленных на деревке увезу. Алмазов. Здесь! Кобылин. Здесь! Бумштейн. Здесь! Газин. Здесь! Баклушин. Здесь! Мациевский. Здесь! Гогоберидзе. Здесь! Достоевский. Здесь! Остапенко. Здесь! Акундов. Здесь! Мюллер. Здесь! Ты кто? Вор? Или разбойник? Я политической. Политической. Бунтовать. Розыск! Что же делать? Беззаконие! Привыкнешь.
Bitirirler. Ondan bitirirler. Kandat çoban. Ашмуту, хуля велорелю, хто я кипца. Молчит? Молчать. Тюрьма безысходная, люди разноплеменные, все брось, тюрьма народов. Эй, на колесе! Шибче давай! Стой! Кончай крутить! Закончил работу, ваше благородие. Ступай! Ты почему не скрипишь? Работы нет, ваше благородие. Крути! Не твое дело! Тебя сюда не отдыхать прислали. Еле доволок бревно-то. Эх, и здесь хороша жизнь у вас, дворяне, железные носы. Легкую работу вам дают. Тьфу! Тут, на горе, паслось большое стадо свиней, и они просили его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил им. Бесы, вышедшие из человека, вошли в свиней, и бросило стадо с крутизны в озеро и потонуло. Господи, владыка живота моего, здесь, Господи, мой крест, но я заслужил его. Даруй мне зреть и прегрешение мое. Меня покарало
десница царя, но я лобызаю эту десницу. Дух же целомудрие, смиренномудрие, терпение и любви даруй мне, рабу. Пойдем, барин. Продай место. Копейку. Носить в больницу вашего брата, может, и пожалеют. Обязательно пожалею. Эй, господа, и здесь закрывали вы нашего брата железные носы.
пекло. Настоящее адское пекло. Смирись, смирись. Смирись, смирись, смирись. Прошло. Вам очень тяжело. Вы бы полечились. А вы знаете, Константин Петрович, во втором томе
братьев Карамазов, Алеша Карамазов, у меня будет революционер. Это неизбежно. А вы помните, Федор Михайлович, «Преступление и наказание»? Книга замечательная. Помните, что там говорит следователь? Вы от нас не уйдете. Вы от нас психологически не уйдете.